Ограничения, локдаун, изоляция. Коронавирус уже стал частью нашей жизни. Не самой лучшей, но многие привыкли к ограничениям. Но как же выглядит учеба в это время, особенно если ты студент-дизайнер? Знакомьтесь, это Карина. И это ее первый семестр магистратуры в Германии по программе «Коммуникационный дизайн». Ну что, Карина, как впечатления? Я просыпаюсь утром и сразу сажусь за компьютер, так как все лекции у нас и семинары проходят онлайн. И как только наши семинары и все обсуждения заканчиваются, мы просто вырубаем комп и больше даже не общаемся с моей группой. Наши практические занятия проходили очень интересно. Например, наш тьютор по Type Design использовал все возможные гаджеты, которые только были. Он снимал, как он делает работу на телефон, и с помощью компьютера снимал себя, чтобы мы увидели и его, и что он делает. Вот, это было очень забавно, потому что телефон постоянно падал или что-то такое. Вот, то есть наши тьюторы пытались, чтобы это выглядело более-менее реально и было удобно и для студентов, и для преподавателей. Свое свободное время я сейчас провожу только с друзьями. Мы либо встречаемся на улице и гуляем немного, либо видимся у кого-то дома, потому что другие опции, к сожалению, для нас сейчас не открыты из-за тотального локдауна. Но также из-за того, что я учусь на магистратуре уже, у меня достаточно много свободного времени, поэтому я решила попытаться найти себе работу уже в сфере дизайна, так как у меня есть небольшой опыт и законченный бакалавр. Я еще нахожусь в стадии поиска. Я абсолютно не жалею, что приехала во время коронавируса сюда, потому что, по моему мнению, мы приезжаем не только, чтобы посещать лекции или семинары, или там написать какую-то классную магистерскую или какую-то еще работу на немецком. Вот, мне кажется, мы еще приезжаем сюда за атмосферой, за какими-то людьми, за новыми знакомствами, конечно. Вот, чтобы ощутить, как это жить в другой стране. И мне кажется, это невозможно никак заменить. Вот. И сейчас это от нас не ушло из-за короны, это все равно с нами, то есть мы видимся, я познакомилась с новыми людьми, я ощутила, каково это жить здесь, и мне кажется, это тоже очень важно для тех, кто хочет поучиться в Германии. Мне кажется, все поняли за этот локдаун, что учеба полностью онлайн — это что-то невозможное, так как не хватает живого общения. Мы не можем там выйти на перерыв и попить кофе вместе или поболтать о каких-то вещах, не связанных с нашей учебой или что-то такое. Да, к слову, я знаю только одного человека из своей группы. В плане, мы хотя бы видимся изредка. Знакомьтесь, это Ангелина. Она также изучает дизайн в Hochschule Mainz. Коронавирус застал ее на втором году обучения, на бакалавре. В этом семестре она проходит курс фотографии, поэтому много снимает. Но как же снимать, не выходя из дома? Я живу в общежитии, и все мои знакомые тоже живут в общежитии, поэтому пойти снимать кому-то сейчас вообще не вариант. Раньше я использовала студенческий бар как фотостудию, но сейчас он закрыт. В студию в нашем универе сейчас тоже не попадешь, все закрыто. Поэтому сейчас снимать тяжело, места мало, вещей много. Если так подумать, мой хлам меня очень часто спасал. Я просто вдохновение беру из этого хлама. Здесь абсолютно все, что мне нужно. Вот сейчас, например, для фотосъемки мне понадобились жалюзи, и вот они стоят. У меня есть целая коробка просто со всякими костюмами, и я могу одеть кого угодно. Вообще важная тема — это мои творческие работы. И если подумать, то они все были так или иначе связаны с карантином. Я не знаю, просто неоткуда было взять вдохновение. В новостях была только корона, и так длилось довольно-таки долго. Я как будто бы просто сомкнулась на этой теме. С одной стороны, это помогало мне как-то психологически выжить, спасало от жесткой депрессии, такого рода терапия. Но если посмотреть на эти работы сейчас, то я понимаю, что они закреплены каким-то определенным периодом времени.
И когда корона закончится, их актуальность тоже пройдет. И потом можно будет смотреть на них и думать: о, помните тот 20-й год? Вот это о нем. Но вне этого времени эти работы больше ничего не значат. О май гад, это шикарно. Реально? Ножки просто великолепные. Блять, ножки просто огонь. Сейчас я уже немного отхожу от этого, у меня появляются какие-то другие темы. Это уже не так сильно давит, мне кажется, я уже приспособилась. Если нет другого выбора, человек всегда приспосабливается. И я приспособилась к своим 17 квадратам. Я использую каждый сантиметр, буквально каждый угол. Я даже в душе устроила фотосессию. Я не представляю себе жизнь после короны. Мне кажется, я из экстраверта превратилась в какого-то интроверта-алкоголика. И когда локдаун закончится, мне уже трудно будет выйти из этого состояния. Мне не хватает концентрации на уроках, мне не хватает общения с одногруппниками. Я даже не завела никаких новых знакомств этот год, абсолютно ни с кем не познакомилась. И это, наверное, как-то грустно. Из положительного это, наверное, свободный график, потому что я успеваю сделать на паузах домашку для следующего предмета. Но это может быть также и минусом, потому что я не успеваю, например, приготовить себе покушать. И один раз мне пришлось чистить картошку прямо на занятиях. И, слава богу, этого никто не заметил. Ну, а сейчас вообще зима, все еще более замкнуто, и на улице сейчас трудно чем-либо заниматься. Летом я выходила на это поле и делала домашку. Сейчас вот мы наслаждаемся плохой погодой и мерзнем на улице, и ждем, что когда-нибудь это все закончится. Бля, холодно, жопе пизда. Пиздец, я уж